Господь Кришна сказал: «О Партха, тот, кто постоянно медитирует на меня, верховную личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне». Комментарий. В этом стихе Господь Кришна подчеркивает, насколько важно всегда помнить Его. Чтобы не забывать Кришну, необходимо повторять Харе Кришна мантру. Повторяя и слушая звуки имени Верховного Господа, мы занимаем служением Ему свои уши, язык и ум. Эта медитация, заниматься которой совсем не трудно, поможет нам прийти к Верховному Господу. Пурушам значит наслаждающийся. Хотя обусловленные существа принадлежат к пограничной энергии Верховного Господа, они осквернены материей. Они считают себя наслаждающимися, но забывают, что не являются верховными наслаждающимися. Здесь ясно сказано, что верховный наслаждающийся – это Бог, Верховная Личность, проявляющий себя в виде полных экспансий, таких как Нараяна, Васудева и так далее. Повторяя мантру Харе Кришна, преданный может все время думать о том, кому он поклоняется, то есть о Верховном Господе, в одном из его образов – Нараяны, Кришны, Рамы и так далее. Постоянно повторяя Святое Имя, он очистится от материальной скверны и в конце жизни войдет в Царство Бога. Йоги мысленно созерцают сверхдушу в своем сердце, а преданный, повторяя мантру Харе Кришна, всегда держит ум сосредоточенным на Верховной Личности. Ум очень беспокоен и неустойчив, поэтому необходимо заставлять его думать о Кришне. В этой связи часто приводят пример с гусеницей, которая все время думает о том, чтобы стать бабочкой, и благодаря этому в той же жизни превращается в бабочку. Точно так же, если мы будем все время думать о Кришне, то в конце жизни обязательно получим тело, наделенное такими же качествами, как и тело Кришны. Abhyasa yoga yuktena cetasa nanagamina paramam purusam divyam yati partanu chintayam. О Партха, тот, кто постоянно помнит меня, Верховную Личность Бога, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. So here Krishna giving very clear instructions. Итак, здесь Кришна дает очень ясное наставление. How to attain him, how to go to the spiritual world, the abode of Krishna. Как достичь его и как попасть в духовную обитель, в обитель Кришны. In this chapter also, in the previous verses, И в этой же главе, в предыдущих стихах, in number 5, Krishna says, and whoever at the end of his life quits his body remembering me alone, at once attains my nature, of this there is no doubt. В 5 стихе Кришна говорит: тот, кто в конце жизни, покидая тело, помнит только меня, сразу обретает мою природу, в этом нет сомнений. Text 6, whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail. И в 6: о сын Кунти, о каком бы состоянии бытия не помнил человек, покидая тело, того состояния он и достигнет в следующей жизни. And then in text 7, therefore Arjuna, you should always think of me in the form of Krishna, and at the same time carry out your prescribed duty of fighting. И в 7: поэтому, о Арджуна, ты должен всегда думать обо мне в образе Кришны, и в то же время сражаться, исполняя свой долг. With your activities dedicated to me and your mind and intelligence fixed on me, you will attain me without doubt. Посвящая мне все свои действия и держа ум и разум сосредоточенными на мне, ты непременно достигнешь моей обители. And then today's verse. И потом сегодняшний стих. So in these verses, Krishna is especially discussing what happens at the time of leaving our body. Итак, в этих стихах Кришна описывает ситуацию, в особенности об оставлении тела. This concerns all of us. И это касается всех нас. It doesn't matter what country we're from, or whether we're rich or poor, a man or woman. Независимо от того, какой стране мы принадлежим, богатые мы, бедные, мужчины или женщины. We all have to face the moment of leaving the body. Мы все должны будем столкнуться с этим моментом оставления тела. Of course, some believe that
at the time of death, everything is finished. Конечно, некоторые люди думают, что в момент смерти все заканчивается, You see, we cease to exist. что мы созданы для того, чтобы... No, we stop existing. Мы прекращаем существование. Eat, drink, and be. Therefore, enjoy as much as you can. Eat, drink, be merry, for tomorrow we die. И поэтому они говорят: ешь, пей, веселись, поскольку завтра ты умрешь. This is the hedonistic philosophy. Это называется гедонистическая философия. Try to enjoy by any means, because it doesn't matter. You won't have to suffer any kind of reaction for that. Наслаждайся любыми способами, поскольку ты за это не получишь никаких последствий. At death, everything is finished. The account is closed. И в момент смерти все заканчивается, счет закрыт. But here in the Bhagavad Gita and in other Vedic literatures, it is explained that we are not this body. Но здесь в Бхагавад-гите и в других ведических писаниях объясняется, что мы не являемся этим телом. We are eternal spirit souls. Мы являемся вечными духовными душами. The soul is the personality within the body. Душа — это личность, находящаяся внутри тела. The soul is providing the energy which is causing this body to function. И душа поставляет эту энергию, которая является причиной функционирования тела. And the soul continues to exist after leaving this body. И душа продолжает существовать после оставления этого тела. Krishna says, "Na jayate mriyate va kadachin," that for the soul there is neither birth or death. Как Кришна говорит, для души не существует ни рождения, ни смерти. He is unborn, eternal, and ever existing. Она нерожденная, вечная, всегда существующая. He is not slain when the body is slain. Она не разрушается, когда погибает тело. And where we go after leaving this body, as Krishna has stated here, it depends on our consciousness. И куда мы отправляемся, оставляя свое тело, об этом Кришна говорит здесь. Это зависит от нашего сознания. And our consciousness is affected by our activities throughout our life. И на наше сознание влияет деятельность, которую мы совершали в течение нашей жизни. In the Bhagavad Gita, Krishna also explains that there are different modes of material nature: goodness, passion, and ignorance. И в Бхагавад-гите Кришна также объясняет, что есть различные гуны материальной природы: благость, страсть и невежество. And when a person acts in goodness, he generally can control his senses, lead a regulated and pious life. И обычно, если человек живет в благости, означает, что он может контролировать свои чувства и живет урегулированной, благочестивой жизнью. And thus he generates a good karma. И так он создает хорошую карму. There is a law of karma, of action and reaction, which is governing this material world. Существует закон кармы, закон причин и следствий, который руководит этим миром. And when a person acts in the mode of ignorance, generally that means he is lazy, dirty, tends to take a lot of intoxication. И обычно, если личность находится в гуне невежества, означает, что он ленивый, грязный, склонен принимать одурманивающие вещества. And tends to create a bad karma in this way. И таким образом у него есть склонность, тенденция создавать плохую карму таким образом. And this will cause to take birth in a lower position in the next life. И это является причиной того, что он рождается в низших сферах в следующей жизни. Lower species, for example. There are many other species which are not so conscious and developed as human beings. В низших формах жизни, которые не настолько развиты, они не настолько сознающие, как люди, человеческие существа. So those those who are pious go upwards, those who are impious go downwards, according to their next birth. Те, кто благочестивы, они идут вверх, а те, кто греховны, они идут вниз в следующем рождении. In between there is mode of passion, where persons are very
materialistic, having many material desires, striving very hard to fulfill those desires. А посередине находится гунастрастие, означает люди очень материалистичные, очень много материальных желаний, и они очень тяжело трудятся, чтобы выполнить эти желания. So we find this a situation in the big cities all over the world. Вот такую ситуацию мы можем наблюдать в больших городах по всему миру. And one who acts in that way will tend to take birth in a similar situation in the next life. И те, кто действует таким образом, у них есть склонность родиться снова в такой же ситуации в следующей жизни. So in this way, living entities are moving through different species of life, sometimes higher, sometimes lower. Итак, живые существа проходят через различные формы жизни, иногда выше, иногда ниже. And the Vedic literature described there are heavenly planets and also hellish planets. И в ведической литературе описывается, что есть райские планеты и также адские. So, but still Krishna says, from the highest planet in the material world down to the lowest, they are all places of repeated birth and death. Но все-таки Кришна говорит, что начиная с высшей планеты и заканчивая низшей, они все являются идолью страданий, где повторяется рождение и смерть. But one who attains my abode never comes back to this material world. Но тот, кто достигает моей обители, никогда не возвращается в этот материальный мир. So in the Bhagavad Gita, Krishna is teaching us how to go to his abode, to the spiritual world. И в Бхагавад-гите Кришна учит нас, как нам отправиться в его обитель, в духовный мир. And the method is called Bhakti Yoga. И метод называется Бхакти-йога. Abhyasa Yoga Yuktena Yuj. The word Yuktena comes from the root Yuj. The word Yoga also comes from the word Yuj. В этом стихе слово юктина происходит от корня юдж, и от этого же корня происходит слово йога. So by practice of yoga, by being absorbed in meditation on the Lord, Практикуя йогу, погружаясь в размышления о Господе, one maintains a link with the Lord. Человек поддерживает свою связь с Господом. And bhakti means through devotion. И бхакти означает посредством преданности. Bhaktyamam abhijanati yavanyas tasmi tatvatatatomam tatvato gyatva vishate tananantaram. Krishna says, one can attain the Supreme Lord only by devotion. Кришна говорит, человек может обрести Верховного Господа только посредством преданности. And when one is fully conscious of the Lord by such devotion, he can enter the kingdom of God. И когда человек полностью сосредоточен на Господе благодаря такой преданности, тогда он может войти в Царство Бога. Even while one is in this material world, if one follows the process of bhakti yoga, then he is constantly linked with the Lord. И даже если кто-то находится в этом материальном мире, но он всегда занят в процессе бхакти-йоги, он всегда связан с Господом. There are many kinds of yoga. Есть много видов йоги. Karma yoga, jnana yoga, Карма, гьяна, ashtanga yoga, аштанга-йога, hatha yoga, хатха-йога, dhyana yoga. So these are different means for controlling the senses and the mind. Это все разные способы, как контролировать чувства и ум. And to sacrifice one's energy in the service of the Lord. И как предлагать в жертву свою энергию в служении Господу. But bhakti yoga is the most complete form of yoga. Но бхакти-йога наиболее полная форма йоги. If the yogas are considered like steps on a ladder, bhakti is considered the highest step. Итак, если разные виды йоги считаются ступенями, то бхакти является высшей ступенью. The other kinds of yoga are means to an end. Другие виды йоги – это средства достижения цели. But bhakti yoga is itself the means and the end. Но бхакти-йога сама по себе и средство, и цель. Because the goal is to attain the spiritual world and live there eternally in the service of the Lord. Поскольку наша цель – это достичь духовного мира и там вечно жить с Господом. And if one follows, and in the spiritual world, everyone is engaged in bhakti. И в духовном мире все заняты бхакти. Everyone's form is spiritual. Формы всех живых существ духовны. There's no material body in the spiritual Там world. нет материальных тел в духовном мире. But still, we are persons there. Но все-таки там мы являемся личностями. It's not that we give up our personality. Не так, что мы отвергаем нашу индивидуальность. Simply, our original spiritual form becomes fully manifested.
Просто изначальная личностная духовная форма в полной мере проявляется. And everyone in the spiritual world has got loving relationship with Krishna. И у каждого в духовном мире есть любовное отношение к Кришне. But when we desire to enjoy separately from Krishna, then we come to this material world. Но когда мы хотим наслаждаться независимо от Кришны, тогда мы спускаемся, приходим в этот материальный мир. The mentality in the spiritual world is that Krishna is the supreme enjoyer, as Prabhupada has explained in this commentary here. И умонастроение в духовном мире – это Кришна высший наслаждающийся, как в этом комментарии объясняет Шрила Прабхупада. And everyone is absorbed in trying to serve and please Krishna. И все погружены в желание служить и доставлять радость Кришне. But when we want to enjoy separately from Krishna, then Krishna has provided the material world. Но если мы хотим наслаждаться независимо от Кришны, тогда Кришна создает и предоставляет нам материальный мир. And here, the original spiritual form of the living being becomes covered by the material body. И тогда изначальная духовная форма живого существа покрывается материальным телом. First of all, the living being coming to the material world gets a human form. Прежде всего, когда живое существо приходит в материальный мир, оно получает человеческую форму. And in human society, there are many instructions for spiritual development. И в человеческом обществе есть много разных наставлений для духовного развития. So we get the chance to immediately go back to the spiritual world. Итак, мы получаем шанс тотчас вернуться в духовный мир. But if we don't pay attention to the instructions of the Lord, then we start to create karma. Но если мы не уделяем должного внимания наставлениям Господа, тогда мы начинаем создавать карму. And this karma causes us to take birth again and again in different species of life. И эта карма приводит к тому, что мы снова и снова рождаемся в различных формах жизни. So we go through different births and we come back to human form again. Итак, мы проходим через разные рождения, и потом снова приходим к человеческой форме. And again we get opportunity for developing our spiritual consciousness. И снова у нас появляется возможность развить наше духовное сознание. Again, if we don't use, we go through many species. И опять, если мы это не используем, мы снова проходим через разные формы. Again, coming back to human form, we get opportunity for spiritual Затем upliftment. снова приходим к человеческой форме, и снова у нас есть возможность духовно развиваться. So one shouldn't waste the human form of life just for animal propensity, eating, sleeping, mating and defending. Итак, человек не должен растрачивать человеческую жизнь просто на удовлетворение животных потребностей, еды, сна, совокупления, обороны. Of course, these activities are there, but they should be regulated and performed in a pious way. Конечно же, эта деятельность присутствует, но она должна быть урегулирована и совершаться благочестивым образом. And we should try to maximize the time spent for spiritual practice. И мы должны максимально увеличивать время, которое мы тратим на духовную практику. In different ages, there were different kinds of spiritual practices which were predominant. И в разные эпохи разные виды духовной практики являются главными. In a Satya Yuga, people had very long lifespans and they could meditate for long periods of time. И в Сати-югу продолжительность жизни людей очень большая, и они могут очень подолгу заниматься медитацией. In Treta Yuga, people performed various kinds of elaborate sacrifices. В Трета-югу люди совершают различные виды пышных жертвоприношений. In Dvapara Yuga, deity worship was the most important activity. В Двапара-югу самым главным видом духовной деятельности является поклонение божеству. But in Kali Yuga, people have short lives. Но в Кали-югу жизнь людей коротка. Human society is very disturbed. Общество людей очень сильно обеспокоено. There are so many wars going on all over the world. Так много войн происходит по всему миру. Every day in the news it is described how somebody, shot a whole lot of people or blew himself up and killed a lot of people. Каждый день в новостях новости, как кто-то убил, расстрелял столько-то людей, или был какой-то взрыв и столько-то людей погибло. In so many countries the same thing going on. Так много стран, и происходит везде одно и то же. Human society producing so many kinds of sophisticated weapons. Человеческое общество производит так много разных видов изощренного оружия. So certainly some fanatical persons are going to want to use these weapons. И в определенный момент какие-то фанатики хотят использовать это оружие. So therefore we find that so many disturbed situations all over the world. И поэтому мы находим, что в мире так много разных
очень сложных, беспокоящих нас ситуаций. And also we have got many kinds of so-called advanced technological machines. И также очень много можно увидеть так называемого продвижения в технологии в машинах. Fast cars and aeroplanes. Очень быстрые машины, самолеты. Computers, mobile phones. Компьютеры, мобильные телефоны. All kinds of machines in the house for cooking and washing clothes, etc., etc. Разные виды бытовой техники, чтобы стирать, мыть и так далее, и так далее. We have so many huge factories, cities full of factories. И огромные фабрики, города, они заполнены разными фабриками. It's natural for people to live in a countryside, in a nature, in a natural surroundings. На самом деле для людей естественно жить в деревне, в естественной окружающей среде. You see, actually living close to nature makes a person more peaceful. И жизнь ближе к природе делает личность более умиротворенной. But now more than half the population is living in cities. Но больше половины населения живет в городах, The atmosphere is contaminated. где атмосфера очень осквернена. You're rushing here and there, the traffic jams and so many different problems, air pollution. Они бегают туда-сюда, стоят в пробках, там много разных проблем, воздух загрязнен. So it is understandable that people, become disturbed. И это можно понять, что люди в большом беспокойстве. A lot of time just to get relief, watching television for hours and hours. И просто для того, чтобы немножко отдохнуть, они просто часами смотрят телевизор. In America, about 6 hours a day on average, people watch television. И в Америке, по статистике, человек смотрит телевизор по 6 часов в день. And people are overweight, drinking Coca-Cola or beer and so many other kinds of sugary drinks, and the body becomes, eating hamburgers and all these things, the body becomes fat and simply watching TV. И люди толстеют, жиреют, потому что они пьют Кока-Колу и тому подобные напитки, которые напичканы сахаром, едят вот эти гамбургеры, и вот просто лежат и смотрят телевизор, толстеют. So, and maybe watching all kinds of war movies. И смотрят фильмы про войну. And over there also, people can easily buy guns. И очень легко людям купить оружие. In America, that is. В Америке так. So, not surprising, you get some people go crazy and start shooting other people. И неудивительно, что какие-то люди сходят с ума и начинают убивать других людей, стрелять в них. So this is a Kali Yuga, it's a degraded age. Такова Кали-юга, век деградации. And it's not easy to practice spiritual life. И не так-то легко практиковать духовную жизнь. Here in the 6th chapter of the Bhagavad Gita, Krishna explains the Dhyana Yoga process to Arjuna. И здесь в 6 главе Бхагавад-гиты Кришна описывает Арджуне процесс дхьяна-йоги. How to go to the forest, Как уйти в лес, find a secluded place, найти там уединенное место, and then fix the gaze on the tip of the nose, сосредоточить взгляд на кончике носа, sitting in the proper asana, сесть в нужную асану and meditate peacefully on the Lord in the heart. и очень умиротворенно медитировать на Господа в сердце. How people are going to do it in this age? Как люди смогут осуществить это в этот век? If we go for a walk in the forest, Если, допустим, мы пошли в лес погулять, then we find so much rubbish there. мы находим, что там столько много мусора. You see, people are going for barbecue, drinking beer, playing loud music. Люди жарят шашлыки, пьют пиво, музыка играет. How will we find a secluded and peaceful place? Как там найти уединенное, спокойное место? And even if we find it, our mind will be so disturbed we cannot remain there very long. И если даже мы найдем, то наш ум, он будет в таком беспокойстве, что мы не сможем там долго оставаться. So that those kind of yoga practices are not practical in this age. Поэтому те другие виды практики йоги, они не практичны в этот век. So therefore, Krishna came in the form of Lord Chaitanya 500 years ago. И поэтому Кришна пришел в форме
Господа Чайтаньи 500 лет назад. And he showed us how to worship Krishna in this age. И Он показал нам, как поклоняться Кришне в этот век. Krishna himself took the form of a devotee. Сам Кришна принял облик преданного. He took the mood of Radharani, who is the topmost devotee of Krishna. Он принял настроение Радарани, которая является наиболее совершенной преданной Кришне. And he was always absorbed in thinking of Krishna through the process of chanting the holy names of the Lord. И он был всегда погружен в размышления о Кришне с помощью процесса воспевания его имен. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. So this is the recommended process for the present age. Вот это является рекомендуемым процессом для теперешнего века. So even we're busy with our work, with our family, и даже если мы заняты на нашей работе, мы заняты в семье, we can find time for chanting Hare Krishna. Мы можем найти время для воспевания Харе Кришна. We can chant our japa alone. Мы можем сами в уединении читать джапу. Or we can gather together in a group and chant. Или мы можем собираться вместе и петь. In the family we can join together and chant. Мы можем собираться всей семьей и петь. Whenever possible, come to the center, Hare Krishna center, or come to programs and chant the holy names of Krishna together. Или, когда это возможно, приходить или в центр Харе Кришна, или приходить на программы и всем вместе петь Харе Кришна. We can hear some instructions of Lord Krishna. Мы можем слушать какие-то наставления Господа Кришны. And we can joyfully chant Hare Krishna together. И можно радостно вместе воспевать Харе Кришна. This purifies our consciousness. Это очищает наше сознание. It purifies the heart. Очищает наше сердце. It frees us from the reactions of previous misdeeds. Это освобождает нас от реакции за наши прошлые грехи. And we can also at home we can keep an altar of Krishna, offer our food to Krishna. И также дома мы можем иметь алтарь и можем предлагать нашу пищу Кришне. And take Krishna prasadam, spiritual food offered to Krishna. И принимать Кришна прасад, духовную пищу, предложенную Кришне. Krishna recommends that we take vegetarian food, patram pushpam phalam toyam. He recommends vegetarian food and that we offer to him. Кришна рекомендует, чтобы мы ели вегетарианскую пищу, патрам пушпам пхалам таям, и мы предлагали эту пищу ему. Yat karosi yadashnasi yad jahosi dadasi yad yat tapasyasi kontiya. Tat karushvamadarpanam. All that you do, all that you eat, all that you offer and give away, as well as all austerities you perform, Krishna says, do it as an offering to me. И Кришна говорит, что бы ты ни делал, что бы ты ни ел, что бы ты ни предлагал или отдавал, через какую бы тапасию ты ни проходил, делай все это как подношение мне. So we tend to do things for our own enjoyment or simply for enjoyment of our family members. У нас есть склонность, тенденция делать все вещи для своего наслаждения или для наслаждения своей семьи. But it creates some karma. Но это создает какую-то карму. If we do it in a pious way, it creates good karma. If we do it in an impious way, it creates bad karma. Если мы это делаем благочестивым образом, это создает хорошую карму. Если греховным, создает плохую. But good or bad karma, it still binds one to rebirth in the material world. Но плохая или хорошая карма, она все равно связывает нас в этом материальном мире. But Krishna conscious activity, offering the results of one's activity to Krishna with devotion, is called akarma. Но деятельность сознания Кришны, предложение Кришне результатов своей деятельности называется акарма. So therefore, Krishna says, Yagyartat karmano nyatra lokoyam karma bandhana tadartha karma kuntiya mukta sangha samachara. Work done as a sacrifice to the Lord has to be performed. Otherwise, work binds one to this material world, to the cycle of birth and death. Как Кришна говорит в Бхагавад-гите, любая деятельность должна выполняться как жертвоприношение Всевышнему, иначе она явится причиной рабства в этом мире. So we can go on with our activities. Итак, мы можем продолжать заниматься своей деятельностью. But simply
at the same time regularly chant Hare Krishna and regularly practice Bhakti Yoga. Но в то же время регулярно воспевать Харе Кришна и регулярно практиковать бхакти-йогу. Regularly associate with devotees and make friendship with devotees. Регулярно общаться с преданными, дружить с преданными. In this way, even while living in this material world, we can be situated on the spiritual platform. Итак, даже живя в этом материальном мире, мы будем находиться на духовном уровне. That will make us happy now. И это сделает нас счастливыми сейчас. And it will also prepare us to go back to the spiritual world after leaving this body. И также это подготовит нас к тому, чтобы отправиться в духовный мир после оставления этого тела. As Krishna says, he who meditates on me as the Supreme Personality of Godhead, his mind constantly engaged in remembering me, undeviated from the path, he, O Partha, is sure to reach me. Как Кришна говорит в этом стихе, о Партха, тот, кто постоянно медитирует на меня, Верховную Личность Бога, тот, кто всегда сосредоточенно думает обо мне и не отвлекается ни на что другое, без сомнения придет ко мне. So thank you, Hare Krishna. Спасибо, Харе Кришна. Hare Krishna. Any question? Есть ли вопросы? Yes, please. Махарадж, какая разница принципиально между джапой, киртаном среди преданных и харинамой? Well, in one sense, there's no difference. They're just different ways of chanting Hare В Krishna. определенном смысле разницы нет, это просто разные способы воспевания Харе Кришна. But japa is a more individual, meditative style of chanting. Но джапа это более индивидуальный, такой медитативный способ или стиль воспевания. Kirtan, binds the devotees together, brings the devotees together. It's a very powerful form of chanting. Киртан связывает преданных вместе, собирает всех преданных. Это очень могущественный способ воспевания. And Harinam Sankirtan on the street, that is reaching out to the public to give them the opportunity to hear the holy names. А Харинама на улице, она достигает всех людей и дает им возможность слышать Святое Имя. All are good, all are important. И все это хорошо, и все это важно. So sometimes chant japa, sometimes kirtan together, and sometimes go out for public harinam. Поэтому иногда мы воспеваем джапу, иногда поем киртан вместе, а иногда идем на общественную харинаму. Yeah. Вы сказали про то, что в человеческой форме вначале существо воплощается в этом мире. Вот. Можно об этом поподробнее сказать? You said that in the beginning the soul take a birth in human form. Can you more elaborate this description? This is mentioned in the 4th canto of the Srimad Bhagavatam. Это упомянуто в 4-й песне Шримад Бхагаватам. That is to say, if a living being comes from the spiritual world, Krishna gives him the chance to go back again immediately. Там говорится, что когда душа приходит в материальный мир, Кришна дает шанс вернуться немедленно. He can take birth actually says as a human being or a demigod. Там говорится человеком или полубогом. Рождается человеком или полубогом. That means he's taking birth in a species of life where there is developed intelligence and there is information in the form of scriptures to guide us how to go back to the spiritual world. Означает, что он рождается в такой форме, которая наделена разумом, и есть писания, которые ведут нас, указывают, как вернуться обратно к Богу в духовный мир. So yes, Krishna is inviting us all. Итак, да, Кришна приглашает нас всех. Durlabha manava janama satsange tarahoe babu sindure. Human birth is rare. Человеческая форма жизни очень редка. And even rare is to get the association of devotees. И даже еще более редкая возможность это получить возможность общаться с преданными. By which one gets a chance to get free from the cycle of birth and death and go back to the spiritual world. Благодаря которой появляется шанс закончить круговорот рождения и смертей и вернуться в духовный мир. So let us take the opportunity
Давайте используем эту возможность. And with determination follow the path, the spiritual path of devotional service to Krishna. И с решимостью будем следовать по этому пути преданности Кришне. So, Hare Krishna. Hare Krishna. Thank you very much. Спасибо большое. Srila Prabhupada ki, Jai. Srimad Bhagavad Gita ki, Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki, Jai. Nitai Gaura Premanandi. Hare